Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены! Добро пожаловать во вторую часть из серии выпусков «Была ли трава зеленее?». Первую часть вы можете посмотреть вот здесь. Со мной сегодня гость. Это президент Московского виски-клуба Игорь Чепкасов. Игорь, добрый день. Здравствуйте, привет всем. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Это большая честь для меня. Многие любители виски задавались вопросом, который указан в названии к этому ролику. Некоторые из вас наверняка сравнивали розливы релизов прошлых лет с розливами этих дней. Мне пришла в голову идея сделать серию выпусков о 6 регионах Шотландии, где я взял по одной винокурне, одному представителю этой винокурни, то есть одному релизу. Сегодня у нас пара — это Highland, регион Highland в лице винокурни Old Pulteney и их релиз Old Pulteney 12 лет 2021 года розлива и 2011 года розлива, а также регион Айла в лице винокурни Laphroaig и их знаменитый релиз Laphroaig 10 лет. У нас бутылочка 2004 года и 2020 года, конца 2020 года. Розлива, да, это важно. Немного о чистоте эксперимента. Как вы уже видите, одна голова хорошо, а две лучше. Мы будем вскрывать бутылки при вас. Это бутылки не открытые. Будем наливать в чистую посуду, более того, новую. Объем по 30 мл 1 драм, приблизительно 30 мл. Дегустировать мы будем независимо друг от друга, то есть мы не будем переговариваться и обсуждать. Дегустировать будем вслепую, то есть мы не будем знать, в каком бокале налит какой год. В конце мы сделаем выводы, поставим оценки и вскроем карты. Стоит сказать пару слов о месте, в котором мы находимся. Мы находимся в баре, который называется Whisky Rooms. Он находится в Москве по адресу Леонтьевский переулок, дом 8, строение 1. Whisky Rooms — это такое важное место, которое рекомендуемо посещению тем, кто начал увлекаться виски и не только виски, прочими дистиллятами благородными. А также это такое культовое место для тех людей, которые уже к этому миру приобщены. Здесь всегда можно найти интересных собеседников, изысканные закуски и звучит довольно часто живая музыка. Спасибо большое Олегу Чижикову, что предоставил нам эту площадку. Он еще приглашает известнейших людей из мира виски и из мира других крепких напитков, которые вживую рассказывают нам новости, истории и так далее. Очень интересно. Да, вернемся к нашей негласной битве Inverhouse Distillers против Beam Suntory и выясним, кто же сумел сохранить зелень своей травы на лужайке возле своего офиса. Итак, Old Pulteney, 12 лет. Давайте разольем. Что мы знаем об Old Pulteney? Это самая северная до недавних пор винокурня на материке Британии. Названа в честь лорда Палтни, который был председателем, президентом британского рыболовительского общества. Там был в свое время пик в 19 веке. Ловили в городе Вик селедку. И продавали ее нам, в Россию, в Германию. Да, ладно. Придется достать штопор. А есть? У меня всегда с собой. Это хорошо. Так. Нужно сказать, что винокурня основана в 1826 году. Да. Объем производства около 1 миллиона. Как и все винокурни, на самом деле она в 26 году получила просто акциз. Специально зарегистрировалась. А гнали наверняка и до того. Ну что ж, мы тут получили фактическое подтверждение того, что релиз действительно старенький. Да. Пробочка рассохлась. Значит, это у нас 21 год, наклеечку я наклеил. Владелец Inverhouse Distillers, как мы уже говорили, который владеет, по-моему, 5 винокурнями в Шотландии. Да. Speyburn, Knockdhu,
Балменах. Балменах и что еще забыл я. Вкусненькое наверняка. Балблэр. Ну и Балблэр, конечно, да. Вкусненькое самое забыл. Какой релиз Балблэр самый вкусный, Ну, для любителя. на ваш взгляд? Ну, те раньше, которые были 95-й, там, 90-й. Винтажи вот эти вот. Да, винтажные, да. 90-й и так далее. 11-й год. Здесь уже есть, да? Все. Угу. Ну, цвет практически не отличается друг от друга. Я уже не помню, что здесь слева, что справа. А я вот взял бокалы для слепой дегустации. Мне показалось, что цвета отличаются. Вот здесь потемнее, вот здесь посветлее. Ну, в толще бутылки, да, отличается. А в бокале? В бокале совершенно одинаково. Да. Так, ну что, перемешиваем Да? по традиции. Кручу-верчу, запутать хочу. Кстати, бутылки, похоже, сделаны наподобие по форме кубов Да, похоже. на корне. Ну, на самом деле, у палки немножко другие кубы. У него гигантские такие, два пузыря. Основание там у каждого куба по боулинг-болу. И у Wash стила, и у Spirit стила. А Да. у Spirit стила он вообще огромный, кстати говоря. Не самый ли он огромный Один вообще? из самых огромных вообще в бизнесе. Мгм. И тот, и другой. Там один, по-моему, 21 тысяча, другой там 17, что-то такое. Прилично. Гигантский. Так, ну что? Змеевички у них есть. Да, кстати, да, червячные ванны. Да. Что-то большая редкость сегодня. Ну, потому что они дают очень много сернистого такого оттенка, осадка. И дорого очень ремонтировать, в отличие от кожух и трубок. Начинаем? Да, давайте приступаем к дегустации. Как вас затянуло в мир виски? Как давно это было? Лет, наверное, 25, наверное, 30 уже. 30. Что тогда продавалось в магазинах? Ну, да, продавались стандартные такие вещи, типа Шивас, Регал, Джонни Уокер. Джонни Уокер, да, Джеймисон, как всегда. Ну, тогда я попробовал лет 30 назад первый раз Лагабулит. А, нет, это был Лафрой, действительно. Это был Я первый сингл молд? Нет, первый сингл-мол был какой-то другой. Ну, в общем, меня поразил Лафрой, что он такой немножко не похож на все остальное, что до этого пробовал. И пошло дело. То есть меня дымник заманил. Удивил. Не заманил, а удивил. Друзья Я стал угостили. пробовать уже разные. Да. Когда был в Англии, попробовал Лагавулин. Долгое время оставался мой один из любимых напитков. Тогда, наверное, столько было виски каких-нибудь 60-х, 70-х годов Да. в продаже. Самый вкусный вот до сих пор для меня это Глен Росс 67 года. Угощал меня Эндрю Симингтон, будучи в Москве на Продэкспо. Он тогда достал бутылочку, и мы с ним сидели, и вот где-то, не бутылочку тоже, а фляжечку такую специальную, стеклянную. Мы его полчаса, наверное, смаковали, и он каждый раз менялся в бокале. А фляжечка вот эти, когда duty сэмплы, вот эти вот с черными Ну, крышечками такой, да. такого, да? Он-то сам владелец и менеджер Веракорни Эдрадау. А тогда он приносит. Он тогда еще собирался покупать ее как раз. И до этого у него был бизнес, связанный с Signatory. То есть, где была такая, делаешь бутылочку, и тебе какая-нибудь личность, там, Шон Коннери, кто-нибудь еще там, делает, расписывается на этикетке. Получилось, не пошло. Зато виски пошли. Не пошло только то, что они должны были каждого там селебрити найти и потом, значит, заставить его подписаться. Но сами виски шикарные вообще. Что очень интересно, если сделать на новом оборудовании, то в напитке мало будет сернистых тонов. Когда они устаревают, там накапливается купорос, и уже в бутылку идет такая крепкая, такая сернистая, мыльная даже жидкость. А если делать ремонт, то или поменять змеевичок, то снова будет другой вкус. Поэтому проблема как бы стандартизировать. Кстати, возможно, они его меняли ведь когда-либо. Конечно. И не раз. Конечно.
А можно попробовать еще с водой. Угу. Конечно. Так, значит, в бокальчике, который слева от меня. Аромат яркий, сладкий, сливочный. То ли сернистый, то ли горелая трава. Фруктовая и сливочная карамель. И какая-то пыльность есть. Вкус древесно-фруктовый. То же самое повторение аромата сливочная, фруктовая карамель или даже ирис, я бы сказал, сливочный. Специи, цедра. Послевкусие дуб, минеральность отметил бы. И тут не сильно яркое послевкусие. Ну, наверное, специи еще можно отметить. По оценке я поставил этому релизу 83. 83. В бокале справа от меня куда более интересный вариант. Кстати, аромат второго вот этого правого релиза очень похож на аромат левого, но их выделяет вкус между собой, разделяет, я бы так сказал. То есть по аромату оценка лично у меня одинаковая получилась. Тот же самый сливочный ирис, легкая спиртуозность, сладость, фруктовый ирис. Он более плотный, но оценку я все равно ставлю ту же. Тут тоже сено, чуть спиртуознее может быть, чем левый, но вот эта вот чуть большая спиртуозность выравнивает оценку с левым бокалом. Вкус куда более богатый и комплексный. Те же самые фрукты, вообще изобилие фруктов, сливок, плотный, маслянистый, древесный, вообще интересный. С водой он раскрывается еще сильнее. Аромат с водой левого бокала раскрывает больше вот этих сенных или сернистых тонов. Ну, опять на мой взгляд. Послевкусие здесь, опять же, более фруктовое. Цедра лимона, древесная, тягучая, плотная. Оценку я поставил этому релизу 87. 87, не знаю, видно, не видно? Видно. Так, ну все, Игорь, я отстрелял. Значит, левый у меня аромат у него такой цветочный, сернистый, душистый. Во рту разогревается сначала очень сильно, затем идут фрукты, сушеные и спелые, и сладость даже какая-то определенная. И послевкусие пряностей, перец особенно, металлические оттенки, чуть горчинка. Значит, в целом у него чуть-чуть неровный, но в целом я поставил ему оценку 75. Я вообще очень сильно так ругаю все. Правильно. А меня еще ругают за то, что я ругаю. Так, левый 75, да? Правый. Во-первых, фрукты идут первым тоном, первым носом. Потом уже цветочки тоже. И тоже немножечко серо чуть-чуть. Это в аромате, да? Это в аромате, да. Значит, во рту слабо разогревается чуть-чуть. То есть это говорит о том, что у левого больше свободных спиртов. Они при соединении с водой не разогреваются. Здесь, значит, свободных спиртов нет. И, по идее, это как бы более старый напиток. Но я не уверен. Левый. Правый. Правый, потому что он прохладный остался. Сернисто-мыльный, фруктовый. Послевкусие чуть сладковатое и очень перечное. С водой, в принципе, оба, и левый, и правый, дали такие чуть больше мягкости. Вот, но вот правый чуть-чуть подразвалился. Чуть-чуть. С водой. Да. То есть он дал горчинку такую, тоже какие-то металлические оттенки. Этому я дал 77 и 25. 77 и 25. То есть 73 балла. 73. Да. То есть правый 73. Да, левый Да? 75. А левый 75. Я сам поставлю. Да. Так. Открываем? И подозрение, что правый более старый. Может быть, да. А может быть, у правого просто он более молодой, но змеевичок уже подустал. Кстати.
А уставший змеевичок это может быть хорошо даже, нет? Ну, почему? Купорос, По-разному бывает. мыльные тона все эти. Нехорошо. Ну, то есть, это дает характер, конечно, виски. Потому что без таких тонов вообще он очень мягкий, похож больше на коньяк. А с этими тонами он прям виски-виски. Да, есть многие любители Именно за именно это серных любят тонов. некоторые, Кстати. да, серные тона. Кстати говоря, вот эта мыльность во вкусе в правом образце, я полагаю, кстати, может быть, это один и тот же релиз. Я охарактеризовал как маслянистость. Маслянистость, тягучесть, Сливочность. плотность, а вы вот как мыльность, да? Да. То есть мыльность в плане именно как off-note. Ну, это как раз вот мы говорим Off-note о такой, горчинке, об этих тонах горечи. А за горечь, как известно, там большое количество рецепторов отвечает. И существует еще генетическая предрасположенность. Одни люди чувствуют определенную горечь, а другие не чувствуют. Тут ничего не скажешь. Что касательно горечи, кстати, здесь с горечью не так все плохо. Так, Есть, она есть. она есть, но она очень так приятно смотрится. Ну что? Так, все, готов. Я сейчас годы достану. И мы вскрываем карты. Звучит барабанная дробь. Ну что, правый у меня 2011 год. 2011 год. Оценка у меня 87 за него. Левый 2021 год. Оценка 83. Ну, то же самое. То же самое. Правый. Но оценки разные. Значит, это 11 год. А это 21. А вам, получается, 11 год меньше понравился? Да? Я Так больше выходит. поругал. Вот я, кстати говоря, получается, угадал, что это более старый. Да, и я угадал, что это более старый. Переходим к Лафройгу. Попробуй. Значит, забыл я, товарищ, сказать о том, что Павел Конюхов дал тоже свои комментарии на предмет того, какие будут результаты у нашей дегустации. Торговый дом Арома. Торговый дом Арома, да, постарался предсказать. Давайте зачитаю его речь. Значит, что раньше было зеленее, факт. Никто же не отменял смену вкусов и экономические реалии. Может, раньше подмешивали побольше старых спиртов. Плюс не так давно они поменяли вошбеки. Но смена вошбеков на наши релизы не повлияла. По-моему, улучшило. Я имею в виду, они менялись уже после того, как дистиллировался Может быть, не влияет, 21 конечно. год. Вот аппараты, когда меняются, это заметно сразу же. И ответ от винокурни, он такой: розливы 2011 и 2021 года будут разными. Это характер небольшой винокурни, такой текст. Меняющаяся политика руководства и предложения по древесине. Видимо, речь о бочках. Наиболее вероятные причины, влияющие на небольшое изменение вкуса ароматики. То есть политика руководства и предложение по древесине, по мнению винокурни. Ну да. А вот про характер Корчили, небольшой. скажем, у них там из какой-нибудь там американской там винокурни почки. Теперь другие пошли. Такой сухой ответ довольно. Ну да, нет, это понятно, что там много может повлиять. Вот про характер небольшой винокурни я, кстати, не понял. Ну, потому что у большой винокурни там она гигантское количество спиртов делает, и там ошибиться как бы плюс-минус покрывается тем, что большое количество. Ты делаешь Проще выровнять бач, да? Делаешь ватин, этого года ватин делаешь, то есть все выгодки в один сливаешь, и у тебя получается более-менее ровно все. А маленький винокурни там один сделали бач, и все, вот он особенный. Приступаем к Лафройгу. Давайте приступаем к Лафройгу. Что мы знаем о Лафройге? Остров Айла. Остров Айла, 815 год, красуется на всех бутылках. И тоже интересно, значит, я читал Барнарда поездку на Лафройг. Вот, он там просто, его там предпринимали замечательно, его там самый, как его зовут, Джонсон, Ди Джонсон, сын Дональда Джонсона, который утонул в одном из чанов. То есть Вот. родственник основателей, можно Ну, сказать. сын основателей, да. Два брата основателя был его, да, один сын сыновей, он продолжил, значит, принимал очень хорошо. Лафройг означает, читается он, как он пишется. Да, кстати, хотел бы отметить, что Игорь владеет определенным багажом знаний гелика и Чуть-чуть, да.
Вот, Все это раньше расскажите называлось сейчас про- по-норвежски. По-норвежски это звучало «Хлад Брейдервик», означало «залив у широкой лощины». Ну, значит, записали это все шотландцы как «Лах Врогась». «Лах Врогась». Это гелик? Это гелик, да. Ну, а по-английски «Лафройг». Я причем однажды сделал запрос «Лафройг» все-таки или «Лафройг». На Мне винокурне. написали «Лафройг», там точно есть «г» всегда. Ну, хорошо. Хотя на самом деле «Лафройг» означает, что у нас? Широкая лощина. Так, не уловил разницу. А там залив был широкой лощиной. А, там залив. Да. Но на самом деле залив, который называется, которого Лафройг, он называется, да, Лафройг Лох, кажется, или что-то вроде этого. Вот еще несколько наименований. Ой. Это, ну, те, которые, о которых мы Источник говорили. воды у Лафройга Килбрида Дам. Дам это дэм по-английски, то есть это запруду такая сделали. А Килбрида это переводится как церковь Святой Бригиты. Кил это от греческого слова экклесия. Вот, а у них много заимствований из латыни и греческого. То есть это не гельский топоним. Гельский. Поставили, значит, церковь, которая называется Келе Брида, Мгм. и мимо него течет река. Она называется в честь церкви Кильбрида. Построили на этой речке запруд, то есть такую дамбу. А Срутон тоже. Срутон это значит ручей, а Срутон на Килле означает ручей от той самой церкви идущей. Релиз Лафройга Анкуан Мор, Лор, Каджис Василия. Я даже не помню, что это такое уже. Анкуан Мор. Сразу словарик глянул и забыл. Да, наверняка многие задаются вопросом, что означают странные наименования релизов. Ну, что такое клон, я не помню. Мор это большой. Лор это явно английское слово. А Каджис Фесилия это означает... Каджис это дружба, а Фесилия это фестиваль острова Айла, который каждый год проводится. Карджис это уже кельтское что-то, да? И это тоже Фесилия. Фейс это фестиваль, а Илия это Айла по-английски. То есть Каджис Фесилия это выпуск дружественный или выпуск дружбы в честь праздника Фесилия. Там на Фесилии хорошо. Были там? Да. Эх, ни разу не был. Там надо приезжать за неделю, потому что, как правило, они угощают уже фестивальными релизами. И бывает так, что первые 2 дня начала фестиваля уже все заканчивается быстро. Поэтому так, побегать по всем винокурням, попробовать новые релизы, фестивальные в том числе. Но потом уже, собственно, праздник начинается. Праздник музыки. Изначально был праздник музыки и танцев. Там пляска, такие вечеринки. Вот, очень похожи на русские танцулечки. У них хоровод есть, у них есть полечко, и у них есть ручеек, как у нас тоже. И все это там под аккордеон и под какие-то там А это шотландская вообще шотландская. культура, да? Да. Мгм. Деревенская культура, на самом деле. Так. Все, да, уже развито и подписано, да? Да, это Бим Сантери у нас, напоминаем. Где-то в 2 с лишним раза больше производят, чем Old Paltney спиртов, если не ошибаюсь. Как это ни странно звучит. Да. По-моему, 3 миллиона у них. Вот такая вот у них есть смелая надпись на бутылке. The most richly flavored of Scotch whiskies. Ну да, даже вот тот самый бармен, который путешествовал по винокурням, он написал, что вот это вот самый характерный Pete Rick. То есть такой вкус такой жгучий, торфяной. Не кажется ли вам, что это смелое заявление? Но он, по-моему, самый жгучий из всех этих ребят. Все остальные более... Бамор еще более характерный. Бамор. Так они же не о Байле говорят, а вообще о всех скотчах. Приступаем к дегустации. Прямо так заявляют. The most richly flavored of all Scotch whisky. Ну, это их мнение. Поехали. Левый, правый. Сено, солома. Стоп. Перемешать. Я не нужно. знаю, что где. Все не все равно. Мгм. Хорошо, я перемешаю. Они же по-особенному коптят свой солод, в отличие от остальной айлы. Вначале холодное копчение, если не ошибаюсь. Нет, сначала горячее копчение. Горячее? Это 6 часов. А потом его оставляют там остывать солод.
часа 3-4 или 5 тоже. Это позволяет, наверное, регулировать хорошо влажность полученного солода, потому что если ты сразу же снимешь и в нужной сложной влажностью, то ты можешь пропустить момент буквально чуть-чуть и пересушить. Поэтому они, наверное, путем проб и ошибок не досушивали, а потом оставляли, остывать. И получилось, что так самое разумное. Сначала ты его коптишь, то есть его сушишь над торфом, а потом оставляешь остывать. Остальные? Остальные, мне кажется, там уже все компьютеризировано. И там, я вот на Портеле, когда был, там вообще там стоит компьютер гигантский, там вот засыпается, все автоматически выводится на экран, типа влажность идет, там меняется. И вот, значит, в какой-то момент времени достигает оптимальной сухости, солод выключается, выгружается и так далее. Здесь в любом случае только 10% солода используют своего. Тот, который они... Портленд же рядом, это же гигантская фабрика сейчас. В принципе, нет смысла свой солод делать. То есть, говоря о том, что они особенные, они несколько лукавят все-таки. Не, они особенные вообще. То есть они каждый и винокурен особенности имеют. Это да, это безусловно. Ну, я имею в виду по солоду хотя бы. Ну да, может быть, да. И сам ячмень изменился. Раньше там Golden Promise все использовали для заложения. А потом перешли на более выгодные сорта. Более сахаристые. Оптик. Более сахаристые, да. Оптик? Или Оптимус, по-моему, как он называется? Да. Оптик. Более вкусный не знаю, а более сахаристый точно. Даже когда вот этот Барнард ездил на Лафройк 1800 каком 70-х годах, 75-м, кажется, году. Вот он говорил, что там производительность у них 100 тысяч литров в год. А сейчас сколько? 2 миллиона? 2 миллиона, да. Или 3 миллиона даже? И какие-то данные двухлетние у меня 2 миллиона. 3 миллиона все-таки. Потому что у Палт не меньше. У Палт миллион, да. Или миллион даже. Ну, я читал, что 2 по данным Whisky.com. Ну, они обычно пишут максимальную производительность, они же не всегда загружают на 100%. Все. Так, правый пошел. В дегустациях еще такая вещь очень важна. Бывает так, что попробуешь вначале, запишешь все, поделишься, выставишь оценку, а через полчаса бокалит другой уже. Он раскрывается, немножко окисляется, чуть-чуть, получается вообще. Да, в этом и проблема, да? Когда мы прямого эфира пробовали этот самый Гленрота 67 года, он в течение получаса он все время давал новые тона. Сначала там были жареный солод, хлебные тона, потом пошли очень быстро тона этого медовых сот, потом жареные орешки, потом кожа английская, и все это вот так вот пульсировало. Это был такой чисто хересный, да? Да, это был хересный. Образец. Да. Алароса? Да. Сколько лет, я не помню. Но я думаю, что лет 30. 67-й, да? 67-й. Да. Ой, ну на аромат вообще не чувствуется никаких. Вот прям таких, чтобы фенольных тонов я не чувствую. Так, один из них разлает сейчас. От воды. А может быть и оба. Да, с Лафройгом сложнее выставить оценки. Почему? Они очень похожи, по-моему. То есть образцы первый, второй, левый, правый? Да. Нет, оба выдержали испытание водой. Держат марку, ребята. Не, просто когда ты заливаешь в одну бочку и не трогаешь ее, не делаешь финиш какие-то дурацкие, то у тебя получается очень такой цельный, правда? Как бы образуются такие вот сложные молекулы, мощные. Спирт, вода, там все эти вот микроэлементы. Говорят, что это называется хелатный комплекс. В общем, супермолекула получается такая. Чем отличается свежезалитый спирт от уже выставленного в бочке? Тем, что первый такой жгучий, такой яркий, там, колкий. А второй уже после бочки, он такой более такой спокойный. Чисто как слеза. Даже более густой. Так, ну что? Обсуждаем. Левый вариант, левый образец. Значит, в аромате торф, немножко спиртуозный,
перетекающий в костерок. И такой у него очень приятный, такой ноющий тон. Ты когда вот нюхаешь его, и как бы больше ничего тебе не нужно. Угу. Хочется нюхать и все. И так, чтобы оставалось. Даже можно не пить. Значит, прохладный во рту, то есть он не спиртный устоявшийся, нет свободных спиртов. Сладковатый, тяжелый на языке, фруктики и ковришка. И послевкусие мягко жгучий, перечный, древесный, угольки и спелые фрукты. Оценка симпатично, почти хорошо, 83. Ничего себе. Да. После Old Palt неожиданно. Левый 83. Левый 83, да. Угу. С водой то же самое, только смягчается и в первом и втором случае, поэтому можно даже не упоминать. Правый фрукты, причем первый нос был со стороны такой тропические фрукты сушеные. Потом торф, потом то же самое костерок, тоже ноющее ощущение. На языке прохладный, устоявшиеся спирты, сладкий тоже фруктовый. И послевкусие тонко-перечное, долгое, терпкость на грани с колючестью. Я бы сказал, все-таки сначала думал сернистая, потом думал, сернистая не может быть, а потом понюхал. То есть попробовал еще раз, все-таки это сернистая она. Оценка 80 баллов. 80 От баллов широты душевной. за тропические фрукты. Нет, я снизил за сернистость. За серность. Да. Так все замечательно, хорошо, слава богу. Именно в послевкусии, да, сернистость Да. Ну и подвела. вот в обоих образцах была сладковатая сладость, это как прям сахарная сладость, фруктовая такая. Я такую вещь не люблю в напитках крепких. Мгм. Поэтому без нее, наверное, было бы еще больше. Хорошо, значит, про меня. У меня левый образец медицинские бинты, горелая трава, довольно спиртозный, цитрусовый, мел, почувствовал мел, фрукты, тропические фрукты, вкус йод, фенольная история, криозот, деготь, сладость определенная, так скажем, более чем умеренная сладость, дым, более плотный, чем правый образец, и цитрусовая история небольшая. Послевкусие. Мне понравилось послевкусие левом образце гудрон. Вот я люблю гудрон, он такой, как сказать, гудрон, он такой бауморный гудрон, так скажем. Он чувствуется в старых релизах Боуму, и вот этот гудрончик, он мне очень нравится. Послевкусие вяжущее, айвовое, именно айвовая вяжущесть. И минимальная, буквально еле уловимая древесность. Хотя обычно послевкусие у виски всегда древесное. Ставлю 84 левому образцу. Так. Правый образец, аромат очень похож на левый. Я все время гадал, пытался найти отличия. Такой более слабый, так скажем, вариант левого бокала. Добавил бы еще некоторые лаковые и спиртозные тона. В образце правом вкус менее насыщенный, чем левый. Опять все так, все параметры менее, чем левый, так скажем. Менее насыщенный вариант. Фрукты раскрываются, причем фрукты со временем на воздухе. Все то, что я перечислял во вкусе по фенолам, остается. Добавляются фрукты, которые раскрываются на воздухе. Цедра, лимон. Послевкусие более спиртозное, без ярких тонов. И здесь уже я не чувствую вот этой вот гудроновости, которая мне очень нравится в левом образце. Оценка падает 81,5. Тоже от щедроты душевной округляем до 82. Такие оценки. Практически одинаковые оценки получились. Да. Так, кстати говоря, Игорь, я тут подарок вам принес небольшой. Это Аран, 12 лет. О, Мы общались. Буду ждать отзывов насчет бочковой крепости. Был там разговор у нас. Да. В ролике посмотрите. И перед вскрытием карт еще зачитаем официальных представителей. Я обратился к Никите Курочкину по вопросам, что-то менялось, не менялось на винокурне, могут ли релизы отличаться, его мнение, но Никита чего-то меня продинамил, видимо, он занят Окинтошен Савиньон Блан.
Пришлось прыгать через голову и обратиться напрямую на винокурню. Там в течение 5 дней девушка Жаки или Жеки, не знаю, какое имя такое интересное, ответила мне следующими словами. Никаких изменений в периоды дистилляции этих двух релизов не наблюдалось. Своя напольная солодильня, окуривание солода и уровень ppm все осталось на том же уровне, как и ключевая роль нашего мастера купажа. Глобальный у них Рон Уэлш, но там у него команда, видимо, мастер купажа на Лафроге там какой-то свой, да? Потому что 800 тысяч бочек все-таки. Не, ну действительно, самое главное, она права, очень такие похожие батчи. Прям да, похожие невероятно. До нюансов, сколько у меня. Да, кстати, вот сейчас мы далее узнаем как раз ее мнение, который мастер купажа выбирает бочки таким образом, чтобы качество виски оставалось на должном уровне от партии к партии. Однако виски изготавливаются из натуральных продуктов. Кстати, тоже интересный ответ. Из натуральных продуктов. Нет, это как бы посыл следующей фразы, наверное. Да, и выдерживается в течение многих сезонов в дубовых бочках. Всегда есть некоторые отличия в зависимости от состояния бочек, времени года, в котором была наполнена бочка, погоды в году. Виски штука живая, она имеет в виду. Поэтому... Да, очень интересный ответ. Погоды в году, в какой части склада созревал виски. Да. Такой бурбоновый вариант. Мы стараемся минимизировать общую разницу от партии к партии, проверяя и выбирая бочки из разных частей склада с разными датами дистилляции и тщательно смешиваем их вместе. Тем не менее, тонкие различия все же будут, которые могут уловить очень проницательные ценители виски. Как мы с вами. Конечно. Как мы с вами и как наши подписчики. Конечно, да. Вот такой ответ, очень интересный, живой. Можно вскрывать карты, я думаю, да? Конечно. Игорь, давайте вы первый раз, вы первый. Так, у меня здесь 20-й слева. 20-й. 20-й получил у нас, я что-то уже запутался. 20-й получил 83. 83. Значит, слева 2004. 80 баллов. Вот так вот. Да. Шокирующие результаты. Мой виски справа это 2004 год. И виски слева 2020 год. Тан-та-да-дан-та-дан. Так что получилось у нас? А здесь у нас мнения совпали. Лучше 20-й год, да? 20-й год оказался вкуснее. Молодцы, лавровицы. Молодцы. Держит марку. Ну, как обычно, как и с Талискером. У нас получилось вот так. Может быть, у вас получится как-то по-другому. Я не знаю. Пробуйте, покупайте релизы старых лет, релизы сегодняшних лет. Это очень интересно. Кстати, друзья, для такого разнообразия посоветуйте, какой бы релиз пофантазируйте, какой бы релиз посоветовали для сравнения. Для подобной серии выпусков посоветовали бы вы, и, быть может, он попадет в какой-нибудь выпуск под маркировкой «Экстра», да, и после этих 3 мы сделаем еще дополнительно несколько выпусков, если будет интерес. Вроде бы все. Наверное, да. Еще раз спасибо, Игорь, что пришли. Спасибо, очень интересно было. Было очень интересно, мне тоже понравилось. Заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей, ценителей, коллекционеров, дегустаторов виски, крепких алкогольных напитков, благородных, выдержанных и невыдержанных. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока. Пока-пока.